Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу извиниться перед вами, что мои ролики не очень часто выходят. Но знаете, я человек-практик и говорю только о том, что именно испытал на себе. В общем, я говорю о своем личном опыте. А сегодня я хочу рассказать вам о березовом дегте. У меня был опыт употребления этого березового дегтя уже более 10 лет тому назад, а может даже и 15. Начинал я тогда по правилам с одной капли, добавлял стакан с молоком и выпивал. Но сегодняшний случай, он уникальный в том, 2 недели тому назад у меня возник очень сильный кашель. Причем этот кашель был с трудноотходимой мокротой. Такого раньше со мной никогда не было. Мокрота очень трудно отходила. И знаете, всякие мысли полезли про повидло и всякое такое. И вот мне вспомнился этот опыт с дегтем, как я его употреблял. Но тогда я его именно для борьбы с паразитами, а сейчас для излечения кашля. Но в этот раз я решил, что называется, взять быка за рога. Я сразу же налил 1 чайную ложечку дегтя и размешал в стакане молока. И сразу же это все выпил. Никогда так не делайте. Если у вас не было опыта употребления дегтя, никогда так не делайте. Начинать нужно с 1 капли. В общем, кашель меня этот мучил до этого уже неделю. И никак не проходил. Я пил таблетки бромгексин. Но ничего, это мокрота, она просто... И вот это, знаете, само такое ощущение, когда эта мокрота не отходит, это довольно... Ну, кто с этим сталкивался, тот понимает, о чем я говорю. В общем, 1 чайную ложечку на стакан молока выпил. И в эту же ночь наступило облегчение. На следующий день у меня уже кашель уменьшился. Мокрота очень легко отходила. И буквально за 4 дня весь этот кашель прошел. Вот такой опыт, друзья. Еще раз повторю. Никогда не делайте, если у вас не было. Начинать нужно с 1 капли. Но березовый деготь, он действительно помогает при простудах. Вот в моем случае с кашлем с таким сильным. Сейчас я также активно занимаюсь спортом. Прогулки ежедневные. Жду своего любимого спорта зимнего. Это лыжи. И как всегда, в конце я хочу вам пожелать всего вам самого доброго, здоровья и благополучия.